в столице Узбекистана разгорелся очередной скандал, связанный с коррупцией в юридической сфере. Сотрудники СГБ провели спецоперацию и задержали адвоката одной из крупных компаний, который требовал $25 тысяч у 4 бизнесменов, обвиняемых в финансовых махинациях. По данным следствия, юрист уверял предпринимателей, что обладает связями в прокуратуре и суде и может уладить их проблемы. Взамен он требовал внушительную сумму, обещая закрытие дела на уровне следствия. Однако бизнесмены заподозрили обман и сообщили в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий адвокат был задержан во время получения взятки, а при обыске у него нашли списки других клиентов, которым он предлагал аналогичные услуги. Следствие рассматривает версию о наличии преступной схемы, связанной с решением вопросов за деньги в столичной судебной системе. Этот инцидент всколыхнул общественность и заставил власти пообещать ужесточить контроль за деятельностью адвокатов. Однако остается главный вопрос: этот случай действительно приведет к борьбе с коррупцией или все ограничится громкими заголовками? В Андижанской области разразился громкий коррупционный скандал, связанный с махинациями в сфере недвижимости. Сотрудники службы государственной безопасности, СГБ, задержали стажера адвокатского бюро и его сообщника, которые требовали $34 тысячи за нелегальное оформление земельного участка. По версии следствия, аферисты убеждали клиента, что у них есть надежные связи в кадастровых органах. Они обещали быстрое оформление документов без очередей, проверок и сложностей. Как работала схема? Подозреваемые действовали по отлаженной схеме, которая позволяла им оформлять недвижимость на подставных лиц. Они находили участки, владельцы которых находились за границей или давно не пользовались своей собственностью. Далее через поддельные документы мошенники меняли информацию в кадастровых базах, чтобы сделать объект доступным для продажи. Используя коррумпированные связи, они оформляли новые свидетельства собственности. Некоторые сделки проводились при участии сотрудников государственных структур, которые за долю в схеме помогали легализовать поддельные данные. После регистрации фиктивного владельца мошенники находили покупателя и предлагали экспресс-оформление за большие деньги. Таким образом, люди покупали землю, даже не догадываясь, что стали участниками преступной схемы. Расследование и задержание. Обман раскрыли благодаря бдительности клиента, который собирался приобрести участок. Его насторожило, что сделка проходит без стандартных проверок и юридического оформления. Он решил обратиться в правоохранительные органы. Сотрудники СГБ организовали спецоперацию, в ходе которой аферистов задержали с поличным при передаче денег. При обысках у задержанных были обнаружены поддельные документы, печати, фиктивные кадастровые выписки и базы данных клиентов. Это стало ключевым доказательством, подтверждающим масштаб незаконной деятельности. Следствие выяснило, что мошенники успели провернуть несколько подобных сделок, а ущерб от их махинаций может достигать миллионов сумм. Почему это важно? Коррупция в сфере недвижимости давно является болезненной темой в Узбекистане. Простым гражданам годами отказывают в оформлении земельных участков, в то время как мошеннические схемы позволяют нужным людям оформлять собственность за несколько дней. Этот случай стал очередным подтверждением, что в системе недвижимости существует глубоко укоренившийся коррупционный механизм. Власти заявили, что намерены провести масштабные проверки всех сделок с недвижимостью, чтобы выявить другие возможные махинации. Однако в обществе многие уверены, что без реальной реформы проблема не исчезнет. Реакция общественности. Раскрытие схемы вызвало широкий резонанс, особенно среди тех, кто столкнулся с несправедливостью при оформлении собственности. Жители региона потребовали прозрачности в работе кадастровых органов и наказания всех виновных.
Однако многие опасаются, что дело ограничится только наказанием исполнителей, а высокопоставленные покровители схемы останутся безнаказанными. В социальных сетях развернулась дискуссия, где люди делятся собственными историями о коррупции в сфере недвижимости. Они утверждают, что подобные схемы существуют не первый год, но лишь немногие аферы доходят до расследования. Что будет дальше? Против задержанных возбуждено уголовное дело, и им грозит длительное тюремное заключение. Однако главный вопрос остается открытым: будет ли выявлена вся преступная сеть или это очередная громкая показательная посадка? Эксперты считают, что если власти действительно хотят разоблачить всех участников схемы, то в ближайшее время должны последовать новые задержания. Жители региона ждут конкретных действий, ведь если эта схема работала так долго, значит, ее крышевали влиятельные люди. Вопрос в том, будут ли наказаны настоящие организаторы, или же эта история станет еще одним забытым коррупционным эпизодом. В Бухарской области разгорелся громкий судебный скандал. Адвокат, который обещал добиться оправдательного приговора в кассационной инстанции за $12 тысяч, был задержан при получении взятки. Этот случай вновь поднял вопрос о масштабах коррупции в судебной системе, где судьба осужденных решается не законами, а размером взятки. Следователи подозревают, что адвокат не действовал в одиночку, а входил в цепочку, связующую юристов, судей и прокуроров. Как работала схема? По данным следствия, адвокат убеждал родственников осужденного, что у него есть надежные связи среди судей. Он гарантировал, что при определенной сумме можно будет полностью изменить приговор или хотя бы снизить срок. Он ссылался на якобы достигнутые договоренности с представителями суда, уверяя, что процесс будет носить формальный характер. Однако семья осужденного заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы. После этого сотрудники СГБ провели оперативную разработку, в ходе которой адвоката задержали с поличным во время передачи денег. Что обнаружило следствие? После задержания адвоката следователи провели детальное изучение его контактов и дел, которые он вел за последние несколько лет. Выяснилось, что он не впервые предлагал подобные услуги своим клиентам. Были найдены доказательства того, что он регулярно получал крупные суммы от родственников осужденных. У некоторых из них действительно после этого пересматривались приговоры. Также в ходе расследования обнаружились переписки с высокопоставленными представителями судебной системы, в которых обсуждались условия правильного решения дел. Теперь следствие проверяет судей, которые рассматривали дела его клиентов. Если связь будет доказана, это может перерасти в самый громкий коррупционный скандал в судебной системе Узбекистана за последние годы. Почему это важно? Этот случай вскрыл глубокие проблемы судебной системы, где приговоры зависят не от доказательств, а от сумм, которые готовы заплатить обвиняемые. По словам экспертов, подобные схемы процветают не первый год, но правоохранители редко выходят на реальных организаторов. Обычно расследование ограничивается арестом посредников, но главные фигуры остаются в тени. Общественность возмущена. Люди требуют жестких мер против судей и прокуроров, замешанных в коррупции, но удастся ли властям провести реальную чистку – большой вопрос. Реакция правительства. Министерство юстиции уже заявило, что начнет проверки среди судей и адвокатов, работающих с уголовными делами. Но насколько эти проверки будут реальными, а не формальными, пока неизвестно. Правозащитники и независимые юристы призывают к радикальным реформам, поскольку этот случай подтвердил, что система правосудия находится в руках тех, кто может зарабатывать на решениях суда. Что будет дальше? Против задержанного адвоката возбуждено уголовное дело, и ему грозит долгий срок заключения. Однако главный вопрос, будет ли вскрыта вся схема или же все ограничится одним показательно осужденным адвокатом.
Следствие продолжает изучать финансовые потоки и связи задержанного, чтобы установить настоящих организаторов схемы. Если удастся доказать участие судей, это станет беспрецедентным ударом по репутации судебной системы. Граждане страны ожидают реальных решений, ведь если этот случай замнут, это станет очередным сигналом безнаказанности для коррумпированных чиновников. Главный вопрос остается: это реальная борьба с коррупцией или лишь очередное громкое задержание для отчетности?